Доброго времени суток всем. Такой вот у нас модуль на ремонте. Машинка LG Direct Drive. Где-то модель я, честно говоря, не запомнил. Килограмм на 7, по-моему, она. Проблема была у нее следующая. При включении, при нажатии, точнее, кнопки питания, загоралась, как обычно, индикация, звучал сигнал, что машина включалась, и буквально хватало этого на секунды-полторы, наверное. Потом все тухло, и, в общем, так можно было до бесконечности щелкать, она тухла, вся периферия была проверена, все исправно. Вот. Хозяйка говорила, что была ошибка PF раньше, но я ее не увидел в этот раз. PF уже, то есть она деградировала, как бы, и неисправности, и получается уже даже ошибку не выводила, не успевала, в общем, она выводить. То есть PF, ошибка по питанию, да, плата. Вот. Что оказалось? То есть оказалось, в принципе, все, ну, достаточно банально для данных модулей. Сразу скажу, модуль, я вот его сейчас закрыл, вообще прям влом опять раскрывать. У меня тут сохнет лак, поэтому у меня есть несколько минут, чтобы что-нибудь снять. Вот, то есть проблема оказалась банальная. В принципе, кто занимается, знает, что эти релюшки на LG-шках, сказать, слабое место. Где-то пишут, что вот именно этот производитель, так сказать, вылетает этого производителя реле. Ну, не знаю. Вот. В нашем, так сказать, регионе достаточно сложно найти эти реле. Вот они везде типовые, пятиконтактные. Такую релюшку вообще мега сложно найти. Вот. Была установлена бэушная заведомо с рабочего модуля другого производителя. Ну, главное, понятно, что тут 12 вольт 20 ампер. И сама релюшка, чтобы форма, все контакты, все соответствовало. Вот. Сейчас вот я ее уже запаял. Ну, понятно, да, предшествовал аккуратненько паяльником большим советским. Вырезается окошко максимально аккуратно. Ну, сзади того места, где реле, естественно, смотрится, это все понятно. Здесь вот даже даем дань, LG подписано, да, yellow, то есть оранжевое, желтое. Нет, yellow, желтое, да, не оранжевое. Желтое реле, то есть там еще есть черная такая же релюшка. Вот, здесь желтая, нарисована даже схема, катушка, ключ, там фьюз даже подписан. Короче, диод там стоит. Обозначено. Вот. Сейчас вот я ее лаком залил для надежности. Ну, хотя мало кто заливает, не знаю. Все-таки нужно. Дальше я поставлю назад это окошко. Сейчас наклею его, посажу аккуратненько тоже. Запаивать, естественно, не буду. Просто наклею, посажу, и все. Модуль, в принципе, будет готов. Можно будет ставить. И должно все работать. Здесь еще проблема в том, что ну, на этой LG-шке, я почему говорю, модуль достаточно такой редкий, да, там, во-первых, расположение элементов отличается от типовых вот этих LG-шных модулей, на которых сдвоены, да, с индикацией тоже плата на нем. Здесь индикации нету, индикации там вверху, этот модуль стоит внизу, получается, с левой стороны внизу, если стоять лицом к машинке, в левом углу. Место, скажем, прямо не самое удачное, но так вот они экспериментировали, пробовали, в разные места ставили. Но потом все-таки, ну, сейчас уже в основном ставят, конечно, где за блоком управления. Вот. Ну, благо он залит, да, этим силиконом, говорю, герметиком, паундом. Вот такой вот небольшой, так сказать, ремонт. Ну, как-то так.